Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика, Берлин, Дойчланд. Если вы случайно зашли на мой канал, подписывайтесь. Также, мои дорогие друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Это поможет развитию моего канала. И это огромная мотивация для меня. Дорогие друзья, мы начинаем мое сегодняшнее видео. Вначале я скажу, о чем будет мое видео, все темы коротко. Поехали! Говорит, что все общество настроено на войну, но о каком мире может идти речь? Вот вы обратите внимание, он сейчас поехал на встречу в ООН, 2 дня происходят атаки на Крым и на Москву. Но вы же понимаете, что он, находясь в Америке, во-первых, не подвержен реваншу со стороны Российской Федерации, а во-вторых, когда Россия ответит, уже все в двуличном мире забудут, что предшествовало этому ответу. Поэтому он буквально выпрашивает и провоцирует удар по Украине в момент, когда он отсутствует в стране и когда ему нужен аккомпанемент под его речи на трибуне ООН. Поэтому, друзья, я думаю, что этой мерзости можно поставить жирную точку только когда у нас с вами удастся реализовать проекты. Это все. Зеленский, по сообщению, хочет быть экспортером военного оружия в 2026 году. Всех это просто шокировало. Только вдумайтесь, Зеленский будет экспортером военного оружия на деньги, конечно, кого? Откуда там деньги? На европейские деньги налогоплательщиков. Также в моем видео принц Гэри приезжает на Украину и становится на колени. Вы увидите фото перед молодым солдатом, инвалидом. Настоящая показуха и шоу. Также в моем видео будет с национализмом в Украине, если закончится война. Но, к сожалению, в данный момент выглядит это не так лучезарно и радостно. И наши надежды пока остаются нашими надеждами, смотря на Запад. По последним данным, 90%, это черное по белому, сегодня я вам покажу, это не мои слова, 90% немцев не хотят ни помощи больше Украины, не иметь никакие дела с Украиной. А насчет принца Гэри, который стал на колени перед украинским инвалидом, солдатом, молодым парнем, что тоже Арестович на это скажет. Шутку-то все переводят. Приехал покушать украинского борща. И он туда же. И вы, конечно, знаете, что у Украины нет солдат. Не хватает солдат. Я вам сегодня предоставлю видео. Сам Медведев об этом говорит. Что Зеленский дошел до такого, что он привлекает настоящих наркодилеров, наркоторговцев из Латинской Америки, преступников, убийц. Для них у него находятся деньги, а для своего собственного народа похоронить не находятся. Уже у нас, говорит, безесен идей растоптать Россию и остаться на престоле. Недавно Зеленский заявил, никаких проблем, он не против выборов. Но, как всегда, старая песня, которой я предоставляла подтверждение, что он якобы заявляет всегда, что во время войны это невозможно. Хотя это полный бред, полная чушь. Я предоставила подтверждение. Это было возможно и есть возможно. Он говорит так. Даже сейчас могли бы произойти выборы, но при определенных условиях. У него всегда есть определенные условия, которые невыполняемые и неадекватные, на которые, он знает, никогда Россия согласится. Начнем мое видео. Ну как, народ, увидели истинное лицо Зеленского? Беседа с Трампом. Трамп говорит, ну ты молодец, Вова, Вовчик, воюй дальше. И он аж рады, опять война, опять он при власти, опять у него
красота, а не жизнь. Опять не надо проводить выборы. Зеленский в студии какой-то американской, Ньюс, выступает, ему журналист спрашивает, говорит, ну а что с выборами? Выборы ж надо проводить, вы же демократическая страна. Он говорит, а мы не против, мы не против. Зато в Украине, говорит, военное положение, нельзя выборы проводить. Да как это нельзя? Другой вопрос, как их проводить при зеленом режиме? Когда он поставит ТЦКшников на избирательных участках, и явка будет, сами знаете какая, никакая. Зеленский объявил, что он будет экспортером оружия в 2026 году. Итак, Зеленский будет производить оружие на деньги, которые мы им даем, налогоплательщики, а потом и будет перепродавать. И он будет перепродавать именно европейцам это оружие, не для себя. Но не кощунство, ребята. Так что безумие становится больше, больше и больше, друзья. Уже больше 3,5 года Америка и страны НАТО перебрасывают оружие уже в Украину. И, конечно, перебрасывают деньги, чтобы поддержать там марионеточную войну американцев. Марионеточную, кто марионетки. И Евросоюз является крупнейшим донором для Америки и автоматически тоже для Украины. И нет, чтобы Европе признать, что эти поставки оружия и денег ничего не дают, уходят никуда, и, кроме того, еще стоит миллион уже скоро. Недавно признали официально, что в Украине погибло больше 1 миллиона граждан. Нет, они не хотят это признавать, что это уходит в никуда все. Нет, уходит куда? Нет уже мест хоронить украинских солдат. Зеля так уже погряз в грязи, и у нее руки в крови, что он уже привлекает наркодилеров, военных, которые бы воевали против России. Но это вообще маразм. Западные политики соревнуются, кто больше помог Зеленскому и ему подобным. Посмотрите, что написала газета, что Зеленский заявил о плане производства и поставок оружия до 2026 года. Объявил о планах экспорта оружия на 2026 год. Для оборонительной борьбы с Россией и Украиной постоянно нужны новые виды оружия. Но собственная оборонная промышленность недофинансирована. Выходом должен стать экспорт избыточного оружия. Украинский президент Зеленский объявляет о планах на следующий год по экспорту оружия для финансирования собственных потребностей в вооружениях в войне с Россией. Благодаря этому контролируемому экспорту мы увеличим производство дронов для фронта, заявляет глава государства в своем видеообращении. Причина в том, что по некоторому оружию отечественное производство уже превышает внутренние потребности. Примером являются морские дроны, на которые нацелен весь мир и которых у нас избыток. Также танки и некоторые другие виды оружия, сказал Зеленский. Поставка оружия на фронт и пополнение собственных арсеналов имеют высший приоритет. Мы понимаем, что Украине не хватает оружия. Нельзя правильно экипировать собственных солдат. Однако сейчас, как говорит Зеленский, имеется определенное оружие, которое в избытке, как он говорит, которое он хочет экспортировать. Это означает, что Украина на наши деньги производит оружие, которое ей абсолютно не нужно. Почему Украина не может перестроить, чтобы выпускать нужное оружие, а не ненужное оружие, вместо какого-то хлама, который лежит и портится на складах? Якобы, по сообщению Зеленского, у них в избытке. Украина имеет огромные финансовые проблемы. Вместо того, чтобы правильно, рационально использовать оставшиеся деньги, она использует их нерационально. Выглядит так, что Украина, и в этом коррупция, она 100% сделала сделку с сомнительными фирмами, от которых получила какую-то прибыль, и, ясное дело, оружие, которое им не нужно, на деньги Запада. Из этих договоров она теперь не может выйти, так как, ясно, Зеленский имеет такое бабло. Вот, благодаря таким контрактам и ему подобные.
На самом деле на нужное оружие, ну нам-то и хорошо, что у них нет нужного оружия. Мы говорим «зеле», как человеки. Выглядит так, что у вас какие-то чиновники заказали слишком много ненужного оружия. Потому что в собственные карманы пойдет хорошие деньги. Что по этому поводу пишет опять же газета? Какой концепт ожидает Украину? В течение ближайших 2 недель будет дорабатываться концепция экспорта. На первом месте стоят экспорт и сотрудничество с США. На втором месте – европейские партнеры, а на третьем – другие государства, заинтересованные в украинском оружии, которые поддерживали Киев. Украина не будет заниматься благотворительностью оружия и помогать тем, кому Украина была безразлична, пояснил Зеленский. Экспорт подлежит надежному контролю, чтобы украинские технологии не попали в Россию или к ее союзникам. Украина защищается более 300 лет от русских вторжений. При этом беспрецедентно финансируется западными союзниками через поставки поддерживаемого оружия. Из-за постоянных российских воздушных атак планируется создание новых оборонных корпораций за рубежом. И для этого требуются постоянные финансовые средства. Зеля серьезно говорит о том, что он не будет это оружие, которое у них в избытке, просто так раздаривать. То оружие, которое, опять же, они купили за счет европейского народа. А он говорит, я подарок не буду никому делать просто так. За это мы должны получать профит, деньги. За то оружие, которое платил, опять же, не Зеленский, не его даже народ, а за то оружие, которое, опять же, платили другие государства, и которым он должен миллиарды, которые он не может объяснить, куда они пропали. Вот куда они тоже пропадают. Потому что на этих сделках они тоже зарабатывают, политики, такой как Зеленский, все ему подобные зарабатывают бабло. Зеленский требует, чтобы это оружие покупала только Америка и Европа, за большие деньги требует. У нас практически уже нет оружия. То же самое Германия. Нет, чтобы избытки, которые у него находятся в лагере для оружия, отдать, подарить, благодарность проявить. Он хочет дорого продать. Самое главное, мне понравилось, как он сказал, Зеля, Украина не занимается благотворительностью. Зеля покупает ненужный хлам за счет европейского народа, зарабатывая на это, опять же, деньги, потому что он делает левый бизнес с непонятными фирмами, которая отстегивает ему бабки за то, чтобы они будут ему продавать оружие. А потом это оружие, которое ему совершенно Украине не нужно, хочет задорого продать, опять же, той стране, которая ему выделяла деньги на оборону. Через Даркнет Украина заливает Европу поставляемым оружием. С начала войны в Украине США отправляют, и другие государства направляют современное тяжелое оружие в сторону Киева. Но многие из этих систем вооружения попадают не на фронт, а в интернет. Даркнет становится онлайн-оптовым продавцом военной техники. И покупатели тоже находятся в Европе. Запчасти для танков, автоматическое оружие, боеприпасы, дроны и даже мины. Склады продавцов в Даркнете полны. Тысячи оружейных систем, которые западные союзники отправляют в Украину. Можно найти в интернете для покупки. Глупые европейцы и особенно наивные немцы. Здесь действительно обманывают их от начала до конца. А наши политики еще и радуются этому. Военных давайте разделим. Есть военные, которые зарабатывают на этой войне колоссальные деньги, да, на деньгах, которые не выплачивают семьям, на деньгах, которые платят по левым карточкам тем, кто числится в тылу, да, ну вы же помните всех Шабуниных, Бигусов и так далее, а Ника воинов, да, они же все числились приписанными к каким-то воинским частям. Понятно, что эти карточки находятся у командиров, и командиры зарабатывают огромные деньги. Я сейчас даже не беру во внимание мародерство и все остальное, что творилось во время всевозможных качель в ту или иную сторону границы. Поэтому, друзья мои, военных надо разделить. Есть несчастные пацаны, которых просто поймали в бусики и выкинули на ноль. Есть люди, которых сейчас
сейчас, да, за непокору переводят, да, я сегодня читал новости, где-то там на Западной Украине ребят, которые производят ремонт дронов, да, и печать их, да, переводят куда-то в штурмовиков. Мы же понимаем, что это, ну, нецелесообразное действие, и значит, там есть какой-то конфликт интересов. Поэтому даже не хочу в этом разбираться. Война — это, ну, вы же знаете, для кого-то мать родная, для кого-то трагедия. Для большинства украинцев, да и русских, это огромная трагедия, которая чем быстрее закончится для нас, тем сильнее мы будем. Как вернуть в казну после войны разворованные деньги? Сейчас предоставлю моего любимого украинского политика. Я его часто предоставляю. Он правильно сказал. Трамп прекрасно знает. Хотя он спрашивал его, куда исчезли те или те деньги, которые Зеля обязан был вернуть обратно. И даже если это деньги находятся в криптовалюте, это не анонимные деньги. И так как говорил Зеля, что я не знаю, где эти деньги, это невозможно. Потому что в небытие уйти деньги не могут, которые им поставила Америка и Запад. Трамп прекрасно знает, куда делись деньги, разворованные украинскими политиками. Тем более, вы сами прекрасно знаете, что Трамп ужасно относится к демократам. Сейчас новое было постановление, которое в Америке, о том, что будут гонения за различные как бы преступления демократов. Якобы они втянули Украину в войну, что они разорили, ну это я так перебарщиваю, Америку, и поэтому Трамп хочет возвратить Америку в старые былые времена. И поэтому сейчас было очень много демонстраций против того, что он ведет сейчас борьбу с некоторыми демократами. Так, деньги, которые поставляли Украине именно от демократов, были, сами знаете, это понятно, не от Трампа. Хотя сейчас он опять время от времени, я говорю, у него иногда такие проблески помощи Украины, если ему что-то идет не по нему, что-то идет не так, как он себе представляет и как думает Путин, он начинает запугивать Россию, что Украина якобы должна выиграть. Что говорит по этому поводу, как вернуть награбленные деньги Украины после войны? Послушайте его. Как вернуть казну наворованные миллиарды? Ну, все известно про них. И когда он говорит, что что-то там Зеленский украл у налогоплательщиков, так, пожалуйста, спеши с украинцев и получи с этого уродца. Забирайте его в Гуантанамо, да, и каким-то образом разбирайтесь с ним. Пускай вернет награбленное. Тем более, что грабил он с демократами. Тем более, что неоднократно трамписты намекали, что эти деньги пошли на финансирование кампании демократов. Да, тут еще Алексей Гончаренко, да, рассказывает, что они банк какой-то собирали, пленки НАБУ, да, банк покупали в Париже за 5 миллиардов евро, да, не получилось, и даже Макрон не помог. Друзья мои, ну если есть такие данные, ну так, пожалуйста, списывайте с Украины. Украина-то чем виновата? Принц Гарри приезжает в Украину, становится на колени перед инвалидом, украинским солдатом. Мол, я полностью поддерживаю тебя. А правильно Арестович говорит, а почему он не поинтересовался, ведь это знает уже не только Украина, Россия, Белоруссия и другие страны, а ТЦКшников, которые отправляют этих же инвалидов, потом они становятся инвалиды или матеря получают письма о смерти своих сыновей, которым потом еще не выплачивают деньги. Почему он не поинтересовался о ТЦКшников и о том, сколько народа, сколько украинцев не хотят воевать, а их заставляют? И каким путем заставляют? Это он не поинтересовался. И как они борются. И даже их матеря, отцы борются за своих детей. О чем это говорит? Они так хотят воевать. Подсадили какого-то инвалида и сказали ему, что говорить. И он растрогался и стал на колени. Принц,
стал на колени. Но мы знаем его всю историю. На ком он женился, какой у нее, его жены, имидж, и о всех скандалах английской аристократии. Принц британский Гарри приехал на Украину проведать, как происходит операция, как бы ее так назвать, воевать до последнего. Вот он стоит, мне вот интересно, а он вообще в курсе того, что это вот премьер-министр именно его страны, Британии, Борис Джонсон, когда в 22 году можно было прекратить военные действия и о чем-то говорится, и сохранить тысячи, сотни тысяч жизней, сказал: нет, воевать, нужно воевать. Когда была возможность, когда Россия сделала жест доброй воли и отвела войска от Киева, можно было заключить какое-то соглашение. Но нет, именно британская сторона главная виновница вот этого вот всего. И вот этот принц стоит, смотрит, грустный. Ну и что ты грустный стоишь, смотришь? Скажи что-нибудь. У вас как-то странно получается. Зеленский выходит и говорит: а у нас потерь нету, вообще нету потерь. Абсолютно. Вот это он своим украинцам говорит. Как приезжают заморские какие-то важные жирные птицы, так он их сразу на кладбище волокет. Показывает: гля, смотри, сколько у нас сотни тысяч погибших. Как-то нестыковочка получается. У вас потери есть или их все-таки нет? Кастрюлеголовым рассказывают о том, что мы побеждаем, у стен Кремля стоим, потерь нет. А британцам кладбище показывают. Украине, вам самим-то с этого не смешно? Вот с этих вот, с вот этого вот позирования. Приедут главные разжигатели этой войны. Понятно, что вы бестолковые, вас одурачили, а ваши начальники, Зеленские, компания продажная. Это понятно. Но британцы-то, они же понимали, что зальют кровью вашей страну. Почему его не заинтересовала свобода слова, свобода мнения? Почему не заинтересовала? Он не приехал тогда, когда молодежь вышла на улицы против беспредела, зели, открывают глаза на что-то, что им выгодно, и закрывают глаза на то, что им невыгодно знать, хотя они об этом и знают. А почему принц Гарри приехал в Киев? Как? Борща поесть от клопота. Смотрите, он поел борща и сходил на аллею героев. Да. А почему он не обмолвился хотя бы полуиронично, там, полувопрошательно? Я тут слышал про какие-то неприятности с ТЦК. Преследование русскоязычных, преследование инакомыслящих, преследование церкви. Просто задать вопрос, даже не выдавать политических оценок. Или сказать, что их это беспокоит, что он deeply concerned. Они же все закрывают глаза. Этот благодетельный Запад закрывает глаза на массовое нарушение прав человека в Украине. Отмену какого-нибудь права, какого-нибудь правосудия. Лишний раз показывает, что глобалисты западные лицемеры, жесточайшие, которые живут по принципу «это сукин сын, но наш сукин сын». Поэтому, если бы они узнали завтра, что Зеленский ест на завтрак жареных младенцев, они бы промолчали. Потому что ему нужно, чтобы главный индеец пока воевал с Россией. Ради этого можно закрыть глазки на все, что угодно. Теперь украинцы, которые рвутся на Запад, за западные ценности, подумайте на тему, как легко Запад закрывает глаза на свои собственные западные ценности, если им это выгодно. Друзья, то же, что я обещала, а то, что Зеля уже так опустился, что приглашает, рекрутирует отбросы человечества, наркодилеров и карателей из Латинской Америки, которые известны всему миру по фильмам, репортажам о наркопреступности. Кроме того, ребята, вы только представьте, приглашают воевать наркодилеров. Низы общества, как говорится. Вы думаете, почему в Украине сейчас так много наркотиков? Вот, они же и привозят. Но это вообще-то нас тоже не удивляет, если сам
бывший президент Украины, известный, сами знаете кто. Вот флаг им в руки, так как эти ребятишек долго не выживают, а российские войска быстро от них избавляются. Они тоже пушечное мясо. Зато ввозят наркотики, которыми сам же Трамп борется. И зная все это, опять говорю, о общем лицемерии Запада, зная, что творится Содом Гоморра в Украине, я считаю, не без участия Запада, потому что они толерируют это все. Толерантность, якобы закрывая и на это глаза. Как говорится, солдатики не хотят больше воевать, и поэтому всеми путями скрываются и бегут на Запад, если возможно. Платят последние гроши, чтобы выехать, а сейчас огромнейшие деньги выехать на Запад. Или ценой своей жизни убегают на Запад. Вы думаете, на фронте им не дают немножко, чтобы они были смелые? Наркотики? Только не говорите, что нет. Мой муж бывший офицер и знает, что это было и будет. Особенно, если зная о том, что сам наш любимый, просроченный любитель. Без комментариев больше. Я хотел бы зачитать вам пост, который выложил Дмитрий Медведев на своем канале. Это официальный канал, в принципе, вы можете проверить. Итак, пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества. Дело дошло до убийств из карателей Колумбии и Мексики, названия которых известны всему миру по репортажам и сериалам про наркопреступность. Это клан Дель Гольфа, Синалоа, Халиско, Нуэва, Генерасьон и другие. Набором головорезов занимается компания Сегюр Кол ЛТД из Медельина. Правда, нарконаемники хоть и головорезы, но солдаты из них дерьмовые. Отморозки умеют только отсекать головы мирным жителям в наркотическом угаре. Поэтому наши воины уничтожают их так быстро, что грузоотправители не успевают забирать гробы всех, кто не нашел покоя в сырой земле. Понятно, что медельинские и синалойские уродцы близки всем, кто потребляет на Банковой их белоснежную продукцию. Но вот американцам, судя по статье The New York Times, от 8 августа стоило бы призадуматься. Наемников учат всему, в том числе управлению БПЛА, что может очень пригодиться при доставке наркотиков в Соединенные Штаты Америки. Это гораздо эффективнее самолетов и подводных лодок. И если президент США своей директивой действительно поручил Пентагону готовить удары по наркокартелю в Латинской Америке с использованием армейских подразделений, то есть вариант получше. Надо отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаемников без каких-либо рисков для жизни. Можно и в здании на Банковской пострелять. Там хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очао Васкеса. Слушай, у меня такой вопрос. Может, это удар по химпрому? А? Вам не кажется? Почему-то о химпроме никто ничего не говорит. А ведь это основной вектор прибыли по наркоте. Именно химпром работает на передовой, отправляя туда наркоту. А они платят за эту наркоту, там, кто на передовой, теми деньгами, которые им полагаются и отправляют. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Надеюсь, вам было со мной уютно, комфортно, интересно. Заходите на мои новые видео. Не забывайте поставить лайк за мою работу. Желаем вам прекрасного дня, светлого неба и надежды на мирное будущее. Сердце к вам. Ваша Эрика. Пока.